Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 360! Ухилян бежал в Европу, поднял пыль до облаков от повестки. Дамы и господа, честной люд, всем салют. Рад вас приветствовать на канале Влог 360. И я не лысый таксист, но вещаю я с мобильного офиса. Для тех, кто не знал, меня зовут Сергей. Я являюсь автором не только этого канала, но этих обоих. Вы видите с правой стороны все два QR-кода. Также найдете ссылки в описании. Это мой музыкальный и влоговый канал. Добро пожаловать. Может быть, что-нибудь вам понравится. Также QR-код, который вы видите сейчас, это телеграм-канал, который был создан специально для этого YouTube-канала, чтобы могли поделиться своим мнением, ссылкой, да и просто подискутировать и рассказать какую-нибудь свою историю. Канал небольшой, маленький, даже очень маленький, скажу, но удаленький. С различных стран люди есть, общаются на различные темы. Добро пожаловать. Адекватным людям добро пожаловать. За численностью я не гонюсь, а адекватным людям добро пожаловать. Еще раз я повторюсь, да. Ну и что, мы перейдем сейчас к роликам. Я сделал кроликом-роликом, да, сделал хорошую подборочку, нарезочку. Да, и, кстати, те, кто не знал, мой контент базируется на том, что я ищу на различных соцплатформах, сетях ролики, разные ролики о высказывании людей, о налогоплательщиках, например, о своих друзьях, соседях. Ну, в общем, негатив, позитив. Делаю нарезку, разбор, вы комментируете. И вот то, что заметил такое странное, когда гости разбрелись по всей Европе, все стали тиктокерами, блогерами, влогерами, снимают все подряд. Это так, это не так, медицина не та, все плохо, у нас было лучше. Какого хрена тогда вы тут сидите, если у вас было там все лучше? Ну, и что? Нашел я двух персонажей, высказываются о том, а что я буду говорить? Пускай они лучше сами вам скажут. Вот один из них, проживая в Норвегии, не думаю, что где-то он работает, не похоже на это. Посмотрите. Ну что вы, европейцы, готовы принимать миллионы беженцев из Ближнего Востока? А еще попомните, еще будете вспоминать те времена, когда было очень круто, когда украинцы приезжали. Нет, вот этого, кстати, никогда не будет, да. Насмотрелись столько. Я говорю не только за Германию. Я общаюсь с многими людьми из различных европейских стран. И вот это не. Никто не пожалеет. До вас принимали, после вас также будут принимать. Ладно, слушаем дальше. Сюда, в Европу, там, да. Я же говорю, еще вспомните еще те времена. Сейчас как набежит миллионов 5-10 сюда. Тех ребят, которых с детства учили как бы обнулять, с детства учили пользоваться автоматами и всем остальным. Ну что ж, Европе походу будет жопа. Походу это конец Европы, если они сейчас все хлынут сюда. Так что я говорю, будете еще вспоминать те времена, когда украинцы приехали. И будете говорить, как же хорошо было, когда украинцы сюда приехали. Как же хорошо нам было. Нет, никто вспоминать не будет. Я даже знаю подписчицу, проживающую очень давно в Норвегии. И она, надеюсь, откомментирует, будет ли она вспоминать или нет. Да, это он сейчас говорил о Германии. Свою страну он не затронул ни одним словом. Не вспомнил. Ладно, мы еще один ролик сейчас очень интересный посмотрим. Я подведу вас сейчас к теме-то. Россияне готовы принимать буддизм. Свинство. Мое мнение, это свинство, да. Его даже персонажем, наверное, назвать нельзя. Смотрите, с какой он радостью сейчас будет рассказывать все это.
с ухмылкой. Посмотрите в глаза внимательно, да, как он всему этому радуется. И, ну, в общем, у меня даже слов нету. Вы просто посмотрите. Скоро в вашей стране могут начаться новые изменения, и это не шутка. Россия уже обратилась к Индии за рабочей силой, упрощают соглашения, и поток работников из Индии растет. И самое главное, это не планируется, это уже началось. Кого завозят? Строителей, ЖКХ, дворники, уборка, общепит, низкоквалифицированный труд. Даже в Санкт-Петербурге уже появляются такие работники. Масштаб. Речь идет о десятках тысяч человек, и это будет только с каждым годом увеличиваться. Это не разовая история, это уже новая система ваша. У вас жесткая нехватка людей, просто некому работать. Старые мигранты уходят, раньше были из Азии, сейчас их стало, конечно же, меньше. Я думаю, из-за отключенного интернета. И третья, экономика буксует, стройки стоят, работы много, людей нет. Почему это выгодно Индии? Первое, потому что в Индии зарплаты ниже, в России немножко можно хоть чуть-чуть подзаработать, так сказать. Поэтому люди едут. И Россия делает ставку на рабочих по контракту, без семей, под контроль работодателя. Так проще управлять потоком. План рассчитан на 2026 год, так что сочувствую вам. Нет, Россия закрывает проблемы не технологиями, а людьми. И вопрос один, как это изменит вашу страну? Да, он все по факту сказал. По полочкам все разложил. В принципе, он прав. Но, есть огромнейшее но, он перепутал страны. Он перепутал страны. То, что сейчас творится. И завозят иммигрантов как рабочую силу, только не в Россию, а на Украину. Он просто все перепутал. Он не хотел об этом, скорее всего, говорить, но с какой ухмылкой он рассказал о России, да? А вот я включу сейчас вам еще такой ролик. Сегодня в городе вижу очень много индусов. Я буквально вчера или позавчера, не помню, прочитала публикацию о том, что теперь, так как не хватает наших людей, необходимы мигранты из других стран, которые будут приезжать и восстанавливать, строить Украину. Я думала, это касается только западных областей, потому как у них, не так опасно. Но сегодня, вот я прошла 10 минут по улице, и за 10 минут я человек 30 точно встретила. Причем это не то, что группу привезли, нет. Это, я думаю, что это разные люди. Есть и девушки, есть и парни. Они достаточно все прилично одетые, все прилично выглядящие, но это индусы. То есть получается, что вот это разрешение или вот это постановление, или как это назвать, о том, что индусы приедут и будут здесь жить, получать гражданство, насколько я поняла, они уже здесь, они уже, тут. Как-то так. Мне, честно говоря, как-то не очень. Я ничего не буду говорить о политике, но выводы напрашиваются сами собой. Кого здесь нет и кого сюда специально присылают, привозят или разрешают приехать. Недаром сказали, что 26-й год будет годом открытий, и очень много чего станет ясно. Такое. Как вам это? Видите ли вы в своих городах индусов? Наверное, скоро увидите. Видят. Вы слышали, как этот персонаж сказал? В 26-м году он не ошибся. Сидя за границей, сбежав, не уехав, сбежав, так как уезжали дети, женщины, пенсионеры. А вот как он, такие персонажи, они бежали. Они не хотели защищать свою страну. И при этом начинают вещать о других странах, сидя на пособиях, получая всевозможную выгоду. Мы про него, кстати, снимали уже ролик, как он поимел Германию, но после этого поимела Германия его. Вещая о какой-нибудь стране, но не о своей. Но он все перепутал. И вот вам еще ролик, да? Да, мы немножко затянем сегодня, но все-таки послушайте. Вот мы и дождались. Объявили в Украине, что государство ведет переговоры с странами Африки и Азии о том, чтобы представить в Украину 2 миллиона мигрантов. Рабочие руки. Украина стремилась в Европу, вот и будет к Европе, в первую очередь во Франции. Кругом будет чернота. И сказать приветствие, Христос воскрес, это уже будет равноценно, как в Европе, какой-то пропаганде своего мировоззрения. Это будет уже как провокация. Украинцы будут в меньшинстве. И за что же сейчас еще воюют последние герои?
за то, чтобы на Украине жили чужеземцы. Как думаете, это логично, правильно? Логично, конечно, логично. Так как вот те два персонажа с самого начала ролика, сбежавшие, они же не хотят защищать Родину. Они не хотят поднимать Родину. Но в чем вся фишечка? Это были цветочки. Вот ягодки. Я сейчас еще один ролик включу вам, крайний. Это будет ягодка. Посмотрите, какой хороший закон теперь ввели. Это относится к тем обоим вещателям. Слушаем. Сегодня весь интернет завален такими сообщениями о том, что ТЦК может появиться за границей, в любой стране абсолютно. Да, уже появился. Этот ролик немножко старенький. Он уже появился в консулятах, консульских отделах. Да, уже очень часто видят ТЦК в различных странах. А вы знаете зачем? Догадайтесь. Ну, напишите мне, по крайней мере, зачем. Зачем ТЦК сейчас в Европе? У посольства Украины. То есть, когда вы обратились в посольство Украины за какими-то документами, да, допустим, вот, все окей, вам делают их, но когда вы приходите их получать, да, вы приходите уже по сообщению, там, да, все по времени, дате своей, вот, вас просят предоставить документ о том, что вы законным образом выехали из Украины и можете здесь находиться. Якобы, если этого не предоставить и поймут, что вы незаконным образом пересекли границу, то тогда вас заберут в Украину. Исполнить, так скажем, долг. А насколько это реально? Ну, я не верю в это, потому что мы, находимся на территории другого государства, здесь действуют другие законы, законы о правах человека, у нас нет войны, у нас есть военное положение, которое длится 3 месяца-5 лет, вот, поэтому, ясно, что здесь такого не может происходить, но кто знает, что будет дальше. Это может происходить, и это уже происходит, так как после посещения ЗЕ Германии и встречи с Мерцем, они подписали соглашение о выдаче ухилянтов. Это уже происходит. С Польшей, посмотрите, сколько случаев, я снимал уже ролики, делал на это, не знаю, вышли, не вышли. Посмотрели уже за любое нарушение, плюс до того, что бычок выкинуть, окурок на улицу, уже депортировали людей на родину. И передавали сразу в руки ТЦК. Я надеюсь, эти оба персонажа будут снимать дальше ролики, попав обратно домой к себе. Будем за ними наблюдать. Будем дальше снимать. Насколько они поменяют мнение свое, это будет очень интересно, очень интересно. Ребят, напишите ваше мнение, мне также очень интересно ваше мнение о таких персонажах, о таких высказываниях. Как все переворачивается с головы на ноги или с ног на голову, можно так сказать, да? Напишите обязательно, я почитаю ваши комментарии. Да, я не могу всем отвечать, я извиняюсь, конечно. У меня нету модератора, чтобы кто-то следил за этим. Стараюсь читать все комментарии, поставить сердечко, пальчик поставить, лайкнуть вашему комментарию. Но ответить всем просто мне физически невозможно, это очень трудно. Так как у меня не один канал, и приходится везде быть, успевать везде. Ну и что я вам скажу. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Всем добра, удачи. Не забываем подписаться на этот каналчик. Да, каналчик еще маленький, наберется 100 000, и это будет канал. Пока еще каналчик. Всем добра, удачи.